Не, она придет или нет? Потому что договорились встретиться в 9 утра, уже 11. Извините. Это тут съемки. Мне ведущую сказали, я приехала. Что вы на фотографии повыше были? Это давление. Тут давление давит снизу, поэтому Да. немного к земле тянет. Снимаем. Снимаем. Это вы, да? Снимаем. Да, вам автограф дать? Если можно, пожалуйста. Можно. Ручки только нет. Вы кровью. Вы, наверное, думаете, что это за такая веселая девушка? Это та самая загадочная Наташа, которая фигурирует в каждом нашем видео. Которая ест мороженое с кактусом и так далее. Да, знакомьтесь, это моя сестра. Hello. Да, родная сестра. Сразу просто все До вопросы. первой ссоры, родная. Если что, ее инстаграм будет в описании. Меня прорекламировали. Да. Так приятно. И пока мы не начали наше видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, там колокольчики, все дела и пишите комментарии. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Лиль, какой привет? Исянмисис. Исянмисис. Верно. Мы приехали в город, который, кажется, собрал все народные звания. Гастрономическая, спортивная, третья столица России, город с богатой историей и даже российский Стамбул. Здесь сохранились тысячелетняя культура, традиции, архитектура. Этот город также часто называют перекрестком Востока и Запада. Где мы? Мы в Казани. Бас kızım. Bas kızım Əfifə, sən baxmasan min basam. Bas kızım Əfifə, sən baxmasan min basam. Əfifənin qalaşları naşapqalı imiş masam. Əfifənin qalaşları naşapqalı imiş masam. Эти выходные мы проведем в Казани. Поэтому предлагаем вам прогуляться с нами по этому прекрасному городу, посмотреть его достопримечательности. И с чего мы начнем? С мечети Кул-Шариф. Поехали. Прекрасная мечеть Кул-Шариф – самая узнаваемая достопримечательность Казани, главная мечеть столицы и всей Республики Татарстан. Это визитная карточка города. Входит в комплекс зданий Казанского Кремля и находится под охраной всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри мечети стоит ее точная копия, выполненная полностью из золота и драгоценных камней. Вопреки бытующему мнению, Кул-Шариф не является самой большой мечетью Европы и даже России, однако это не мешает быть ей одной из самых красивейших и чарующих во всем мире. В центре мечети Кул-Шариф висит огромная люстра. Ее вес 2,5 тонны. Изготовлена люстра в Чехии из знаменитого чешского стекла и хрусталя. Некоторые лепестки из золота.
Кремль – это древнейшая часть Казани, на территории которой расположен целый комплекс исторических и архитектурных памятников. Падающая башня есть не только в Пизе. В Казани есть тоже своя падающая башня, башня Сююмбике, которая окутана множеством легенд. Расскажешь нам одну легенду? Самая классная легенда, самая романтичная легенда. Легенда про саму Сююмбике, в честь которой названа эта башня. Когда Иван Грозный захватил Казань, убил мужа Сююмбике, будем так говорить, казнил, он захотел жениться на красивой, высокой, утонченной царице Казани. Она попросила построить его башню, чтобы смотреть на свой любимый город, построить такую же высокую, красивую, как и она сама, и тогда она выйдет за него замуж. Иван Грозный выполнил свое обещание, построил башню, и тогда царица захотела подняться на самый верх, чтобы посмотреть на свой любимый красивый город. Она поднялась и сбросилась с высокой башни, потому что не смогла полюбить Ивана Грозного, она была предана своему мужу. Именно поэтому башня названа в честь ее. Также на территории Кремля расположена лучшая смотровая площадка Казани. Отсюда открывается чудесный вид на город. В мае каждого года стены Кремля превращаются в удивительный арт-объект. В рамках фестиваля «Сияние Кремля» и Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казань-форум». Кремль в Казани – это особенное место. Здесь оживает история древнего города. И именно здесь ты влюбляешься в него еще сильнее. Советский Союз занимает довольно значимую страницу в истории России. Поэтому сейчас мы направляемся в музей социалистического быта. Ну все, мы как бы направляемся. Встретимся там. Да. Встретимся там. Иди сюда. Мы сейчас просто телепортируемся назад в СССР.
очень любим необычные музеи. А необычные это те, в которых можно не просто посмотреть экспонаты, а трогать и изучать их. Именно таким и является этот музей. Ребята, именно тут вещи можно трогать, одежду примерять, фотографироваться и вообще круто провести свое время. Колеса диктуют вагонные, где срочно увидеться нам. Мои номера телефонные разбросаны по городам. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Я думаю, вы точно уже сказали. О, а у меня была такая штука. Вы точки тире телеграфные, ищите на стройках меня. Сегодня не личное, главное, а сводки рабочего дня. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Игровой автомат действующий. На кассе можно купить настоящую 15-копеечную монету и сыграть в морской бой. Я там, где ребята толковые, я там, где плакаты вперед, где песни рабочие, новые, страна трудовая поет. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз.
На стенах развешаны гитары с оригинальными автографами и пожеланиями от звезд. Алло, Казань на связи. Что хотим сказать? Надо, если будете в Казани, посетите этот музей. Действительно очень классно. Наташ, Очень интересно, маски, во. да, очень классно, что можно все мерить, все трогать. Вообще, я просто под впечатлениями. Ставим лайк, подписка, ставьте колокольчик, подписывайтесь на телеграм-канал. Нам за эту рекламу никто не платил, а, кстати, должны. Да, и, кстати, если вы были в этом музее, поделитесь вашими впечатлениями. Вам понравилось или нет? Идем. Это театр оперы и балета. С одной стороны памятник Пушкина, с другой стороны Тукай, потому что Тукай местный Пушкин. Также сказки сочинял, также был многословен и также заставил в результате всех учить стихи. Идемте. А сейчас Наташа меня поведет куда? В Национальную библиотеку. Китапхане. Китапханы. Хана. Хана. Китапхана. Извините. Китапхане. Китапханы. Так ханы я сказала, ты хана. Короче, в библиотеку. Когда заходишь, сразу видишь световую инсталляцию из 287 букв. Она может переливаться разными цветами и принимать разные формы – волны или купола. А также у этих букв есть свой сайт, где расписана каждая буква и ее история. Чем же еще интересна библиотека? Помимо того, что вы можете взять книгу на дом, читать в электронном формате или купить, библиотека по вашему запросу может приобрести новую книгу. А также в вашем распоряжении кафетерий, книжный магазин, театр, студия звукозаписи, можете посетить лекции, мастер-классы. Ну а если вам уже это все надоело, то можете пойти в музыкальный зал, послушать музыку или поиграть на музыкальном инструменте. Также среди посетителей много пар с маленькими детками, ведь для них тоже сделали залы с играми и сказками. Продолжаем знакомиться с городом. И сейчас у нас интересные факты про Казань.
Древний и прекрасный город Казань заслуженно считается одним из самых красивых в России. Численность населения Казани равна населению Эстонии. Город является одним из самых многонациональных в России. Здесь проживают представители более 115 национальностей. Самый главный пешеходный бульвар Казани – улица Баумана. Это историческая улица, богатая на архитектурные достопримечательности, является одной из самых старинных в Казани, а ее протяженность 2 километра. Это город красных автобусов, ну а казанское метро невероятно красивое и имеет всего 11 станций. Поездка от одного конца линии до другого займет около 20 минут. А объявления делаются на татарском, русском и английском языках. Станция Козья Слобода. Kaç pistesi stansiyası? Козья Слобода встреча. Для того, чтобы побывать в самой настоящей татарской деревне, не обязательно выезжать в сельскую глубину. В центре Казани находится самая настоящая татарская деревня. А точнее исторический центр, который был основан в середине 16 века, когда город завоевал Иван Грозный. Ашыгым кайынлыкка, туган як туган як, талпынып күңел, талпына ашкына, ярсуына туз, туз генә, кайынлыкка җиләк төшкән, тиз үрелеп. Слушай, не надо приезжать на белом коне, приедь хотя бы на таком. Если выйти из Кремля через Воскресенские ворота и пройти к Кремлевской набережной, то можно увидеть одно из красивейших зданий города – Дворец земледельцев. Это штаб-квартира Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Еще один интересный и красивый объект в Казани – это, безусловно, Черное озеро. Возле озера стоит автомат с кормом для уточек, поэтому в летнее время вы можете провести релакс-день. Ну а в зимнее время Черное озеро замерзает, поэтому здесь организовывают самый большой природный каток в Казани. Ну что, вот и прошли наши выходные в Казани. Естественно, для Казани 2 дня это очень-очень мало. Мы запланировали столько всего посетить, а посетили ничего. Подписывайтесь на канал, Ставьте лайки, ставьте колокольчик. ждите новые выпуски. С вами были наполовину Лаврики, а мы поехали дальше. Пока-пока! Традиции, культура, архитектура. Этот город часто называют перекрестком Востока и Запада. Я опять забыла, как начинается. Здесь сохранились. Тебе Блин, смешно, я мне нет. уже Я так курсач защищала. ты о Я чём? уже свой текст забыла. Здесь сохранились. Когда ставлю камеру, 3 секунды ничего не говорим, то есть без вот этого, чтобы можно было Не могу. обрезать. Понятно? Ну Здесь это... сохранились. Аж сопля вылетит. Ты все слышишь. Ничего страшного, оставьте. У тебя телефон сядет. Серьезно, лицо мне еще смешнее. Так, я актриса. Я могу. Угу.
Казань на связи. Алло? Казань на связи. Давай ты смонтируешь после алло. Сейчас я скажу Казань на связи, и ты оставишь. Там кто-то пёр. Все, последний раз. Я мне же руки стали дышать. Алло? Все, это финиш, я больше не готова.